Здравствуйте, дорогие друзья и гости нашего канала. С вами Людмила. И сегодня предлагаю вам связать домашние тапочки, вот такие очаровательные, на кожаной подошве. Для вязания я взяла пряжу Картопа Флора, 100% акрил, 230 метров в 100 граммах. Использовать я буду два цвета. Вот такой зеленый и еще золотистый. Крючок под эту пряжу 2,5 миллиметра. Ну и еще, конечно, нужна подошва. Я купила просто кожаные стельки, натуральная кожа. Очень хорошая подошва для тапочек, так как это не слитки и не носочки. Начинаем обвязывать стельку с внутренней стороны стопы. В первое отверстие провязываем один столбик без накида, в остальные по всей окружности по 2 столбика без накида. Так как я взяла готовые кожаные стельки, они, конечно, супер хорошие, я их обрезала, но отверстия в них пробиты, конечно, маловаты. Под крючок 2,5 хотелось бы больше. Ну ничего, он проходит туговато, конечно, но все равно нормально. Размер тапочек я вяжу на 36. Вот таким образом обвязываем всю стельку. По 2 столбика без накида в каждое отверстие по всей окружности стельки. Должен у нас получиться вот такой вот рисунок, как бы с бортиком этот ряд должен выйти. В конце ряда, вот в первое отверстие, в котором мы провязывали один столбик, довязываем еще один и делаем соединительный столбик. Второй ряд 2 воздушные петли подъема, и потом по всей окружности провязываем столбиками с одним накидом. Весь ряд столбики с одним накидом. Доходим до конца ряда и верхнюю петлю подъема соединительный столбик провязываем. В следующем ряду присоединяем нить другого цвета. Зеленую нить не убираем, пусть она остается, а просто начинаем привязываться другой желтой нитью. Просто протягиваем ее и затягиваем воздушной петлей. Теперь в третью петлю от крючка через 2 петли в третью вяжем столбик с одним накидом. И туда же еще 2 столбика с одним накидом. То есть в одну петлю мы вяжем 3 столбика с одним накидом. Дальше продолжаем по всей окружности ряда, в общем весь ряд вяжем вот так через 2 петлю в третью 3 столбика с одним накидом, 2 петли пропускаем, в третью 3 столбика с одним накидом, все вяжем желтым цветом.
Дошли до конца ряда, соединяемся во вторую петлю подъема столбиком соединительным. Провязываем еще один соединительный столбик и 3 воздушных петли подъема. Теперь меняем нить на другой цвет и под эти арочки, вот под первую, вяжем 3 столбика с одним накидом зеленой нитью. Провязали 3 столбика, меняем теперь нить на желтую и еще под следующую арку 3 столбика с одним накидом. Нить другого цвета подтягиваем, чтобы не болталась. Три столбика провязали, снова меняем нить. Вот так эту нить оставляем впереди, берем вторую и провязываем следующую арочку 3 столбика с одним накидом. Опять смена нити. Вяжем теперь желтой нитью 3 столбика с одним накидом под следующую арочку. Дальше таким образом продолжаем вязать ряд до конца. Вот дошли до конца ряда. Тут у нас под последнюю арочку нить зеленого цвета. Провязываем 3 столбика с одним накидом. И теперь этой же нитью провязываем соединительный столбик в третью петлю подъема. Все, теперь этот ряд мы закончили. Можно обрезать желтую нить, больше она нам уже не понадобится. Одна воздушная петля подъема теперь, и дальше весь ряд вяжем столбиками без накида от начала до конца.
Заканчиваем ряд соединительной петлей, затем 1 воздушная петля подъема и вяжем весь ряд от начала до конца полустолбиками. Накид и вместе провязываем 2 петли с одним накидом. Весь ряд полустолбики. Все, проходим полустолбиками до конца ряда. Дошли до конца ряда, теперь в воздушную петлю подъема соединительный столбик заканчиваем ряд. Нижняя часть нашего тапочка готова. Нить здесь мы обрезаем. Дальше будем уже работать над передней и задней частью тапка. Все эти ниточки, которые у нас остались, их можно сейчас попрятать, чтобы их не было видно. Чтобы тапочек на обе ножки был одинаковый, сразу же вяжем нижнюю часть и второго тапочка. Смотрим, чтобы все было равномерно. Теперь впереди находим середину и от центра переда отсчитываем 30 петель вправо. Вот отсчитали 30 петель, и вот этой точки сейчас начинаем вывязывать перед. Вяжем 60 петель. Присоединяем нить, свяжем 3 воздушные петли подъема. Ой-ой, я поменяла случайно крючок. Так, берем 3 воздушные петли подъема, сейчас вяжем. Теперь до центра носочка провязываем 28 столбиков с одним накидом. Вот провязали 28 петель, теперь 29, 30 и 31 петлю вяжем столбиками с одним накидом с общей вершиной. Один столбик с накидом до конца не довязываем, второй столбик с накидом до конца не довязываем, третий столбик с накидом до конца не довязываем, общую вершину. У нас должно быть 4 петли на крючке, провязываем их вместе.
И теперь с 31 петли, с 32 до конца, до 60 вяжем столбиками с одним накидом. Закончили первый ряд, 1 воздушная петля подъема и разворачиваем вязание. Изнаночный ряд вяжем столбиками без накида. В конце ряда 3 воздушных петли подъема. Здесь в начале ряда провязываем 4 столбика с одним накидом. Всего вместе с 3 воздушными петлями подъема у нас должно получиться 5 столбиков с одним накидом. Дальше до центра провязываем по 2 столбика с одним накидом с общей вершиной вместе, то есть один столбик не до конца с одним накидом, второй столбик с одним накидом не до конца, и провязываем вместе эти петли, то есть с общей вершинкой. Доходим до центра, и вот эти 3 центральные петли, как и в предыдущем ряде, провязываем вместе столбиками с одним накидом с общей вершиной. Дальше вяжем по 2 столбика вместе с общей вершиной. И в конце вяжем 5 столбиков с одним накидом. Провязали ряд, теперь изнаночный ряд, 1 воздушная петля подъема. И до центра вяжем столбиками без накида. Три центральные петли по очереди берем на крючок и провязываем их вместе одним столбиком без накида. Дальше столбики без накида до конца ряда. Ряд закончили, 3 воздушных петли подъема, переходим на лицевой ряд. Начинаем ряд с 3 столбиков с одним накидом. Здесь у нас получается воздушные петли подъема 1 столбик и еще 2 столбика с одним накидом. Дальше до центра вяжем по 2 столбика с одним накидом с общей вершиной.
Вот здесь у меня получается 3 центральных петли и еще одна петля остается. Поэтому сюда еще один столбик с одним накидом и потом 3 центральные петли столбиками с одним накидом с общей вершиной. С этой стороны симметрично провязываем один столбик с одним накидом и потом до конца ряда по 2 столбика с общей вершиной с одним накидом, в конце ряда 3 столбика с одним накидом. Вот перед у нас уже почти готов. Осталось тут закончить серединку. Провязываем одну воздушную петлю и вяжем изнаночный ряд столбиками с одним, без накида. Центральные 3 петли также тут провязываем вместе столбиком без накида. И до конца ряда столбики без накида. Ряд закончили, воздушную петлю подъема и смотрим, что у нас получилось. На этом этапе обязательно примеряем на ножку, чтобы все было хорошо. И здесь мы уже закончили. В следующей части мы продолжим вязать эти тапочки. И перед закончим, и будем вязать уже задники. Друзья, не забудьте подписаться на канал, чтобы получить уведомления. Ставьте лайки, до новых встреч!